Глава 66. Рождение духовного источника. Чутянь долго не мог оторвать взгляда от фрукта младенческой души. Как старик в бронзовой маске мог не прочесть его мысли? Фрукт младенческой души — это основной ингредиент таблеток пробужденной души. Если боец 9 уровня совершенного тела примет их, то его шанс прорваться выше повышается на 30%. 30%? Так мало. Причина была в том, что технология создания таблеток была недоработанной. Чутянь был уверен, что созданные им таблетки повысят шансы на 80%. Когда он достигнет 9 уровня, ему понадобятся лишь таблетки пробужденной души, без которых он не сможет прорваться на уровень пробужденной души и стать одним из профессионалов центрального государства. Такая соблазнительная приманка. Его сердце не могло не биться от волнения. У Чутяня были знания, фрукт младенческой души был драгоценностью. Они достали сердце за один день, и теперь он может купить эликсир 2 уровня. Если бы купить их было так просто, караван из великой страны Джоу уже давно распродал бы все товары. Чутянь поинтересовался, сколько стоит фрукт младенческой души. Это самый дорогой из добытых нами материалов. Старик вынул из мешка сердце, которое Чутянь вырезал у столетнего трупа. Если принесешь 100 сердец такого качества или одно сердце тысячелетнего трупа, мы будем в расчете 100 сердце столетнего трупа или сердце тысячелетнего трупа, где бы он нашел столько трупов за такое короткое время. Не говоря уже о том, как трудно их будет убить. Что касается сердца тысячелетнего трупа Инь, то это было совсем невозможным. Если бы тысячелетний труп появился в долине трупов, то черный рынок и близлежащие города были бы обречены. Разве с тысячелетними трупами было легко иметь дело? Эликсиры 2 уровня были драгоценностями, но просить столько трупных сердец было уже слишком. Чутянь не хотел сдаваться, не хотел упускать возможность. Я не могу достать другие сердца, но у меня есть 500 тысяч золотых монет. Старик фыркнул. Сердце Чутяня похолодело. Его тело охватило невидимое давление. Старик в бронзовой маске явно был недоволен. Думаешь, наш караван великой страны Джоу примет низшую валюту крохотной страны? Хватит тратить мое время. Быстро выбери что-нибудь. Если бы Чутянь назвал эту цену кому-нибудь другому, то он был бы шокирован. Эликсиры 2 уровня были драгоценными, но 500 000 золотых монет было более чем достаточно. Старик в бронзовой маске не только проигнорировал его предложение, но и потерял терпение. Но старик в бронзовой маске был не слабее Наньгунный. Чутянь не мог торговаться, если он случайно спровоцирует его, то совсем ничего не получит. Что ж, я возьму фрукт младенческой души. Чутянь взял горшок в руки и услышал хриплый голос. Можешь проваливать. Чутянь окинул взглядом материалы. Остальные материалы тоже были довольно дорогими, и всем им было больше 1000 лет. Тяжело вздохнув, Чутянь ушел оттуда разочарованным. Цайда увидела, как он вышел. Ты купил фрукт духовного источника. Чутянь переспросил. Что? Ты знаешь об этом материале? Цайда небрежно сказала. Я часто их ем, но вкус у них не очень. Если подобный эликсир появлялся на аукционах центрального государства, то его могли купить за 350 тысяч золотых монет. А Цайда считает это легким перекусом. Даже если не использовать фрукт духовного источника как лекарство, он, поступая непосредственно в организм, все равно будет увеличивать силу. Однако сила Цайды не была высокой. Почему? Чутянь активировал глаз разума и оглядел Цайды. В ее теле были большие запасы духовной энергии. Видимо, в юности Ани употребляла сокровища неба и земли. Ее самосовершенствование было неправильным. Внимательно присмотревшись, Чутянь сходу обнаружил проблему. У Цайды был врожденный дефект, блокирующий ее меридианы, которые не могли поглощать духовную энергию. Количество ресурсов в теле Цайды было достаточно, чтобы создать нескольких бойцов пробужденной души. Однако она, заполучив так много ресурсов, до сих пор оставалась на 9 уровне совершенного тела. Судя по всему, ее семья была могущественна, и она глубоко любила своего отца. Ее происхождение было непростым. Белоснежное лицо Цайды покраснело. «Что ты на меня смотришь?» «У меня что-то на лице». «Ничего, ничего. Чутяня совсем не интересовало ее происхождение. Я хочу создать таблетки, но мне не хватает некоторых материалов. Кажется, на черном рынке не принимают золотые монеты, и я хочу обменять их на духовные камни. Вы не знаете, где я могу это сделать?» Золотые монеты были валютой небольшой страны. Духовные камни были кристаллами, которые широко использовались оружейниками и алхимиками. Это была общепринятая валюта континента. Духовные камни очень дорогие. Один низкосортный духовный камень стоит 10 000 золотых монет, а торговцы черного рынка, особенно черствые сердцем, будут задирать цены. Чутянь поморщился, но здесь принимают только духовные камни. «Не беспокойся, я одолжу тебе 10 низкосортных духовных камней». Цайда запустила руку в карман и выудила горстку полупрозрачных кристаллов. «Возьми».
10 низкосортных духовных камней стоили около 10 тысяч золотых монет. Может быть, даже больше. Эта расточительная женщина отдала их, не моргнув глазом. Чутянь странно спросил: «Вы так спокойны? Вы не боитесь, что я не смогу отдать долг?» Цайда расслабленно засмеялась. «Ты не такой человек, ты спас мне жизнь. Так что случится, если я дам тебе духовные камни? Не беспокойся, просто возьми их». Чутяню становилось все труднее и труднее понять эту женщину. Вы живете в достатке. Зачем вы пришли в долину трупов? Цайда нахмурила брови, лицо ее стало меланхоличным. Вздохнув, она лишь промолчала. Цайда не походила на богатую женщину, которая искала приключений. Казалось, у нее были какие-то трудности. Она не хотела говорить об этом. Чутянь не хотел спрашивать. «Мне непривычно пользоваться чужой милостью». Чутянь достал 10 хрустальных карт, на каждой из них лежит по 10 тысяч золотых монет. Возьмите их, никогда бы не подумала. Воскликнула Цайды. «Ты тоже что-то скрываешь». 100 тысяч золотых монет было крупной суммой. Тот, у кого с собой такие деньги, безусловно, не мог быть обычным человеком. С духовными камнями покупать вещи стало намного проще, и Чутян быстро приобрел все необходимые материалы, потратив лишь 3 духовных камня. Цена вещей на черном рынке была высока, однако качество у них было хорошее. Сняв комнату, Чутянь первым делом расположил простую таблицу, чтобы избежать утечки ци, а затем положил фрукт духовного источника в специальный котел. Таблетки духовного источника были невероятно сильными таблетками, и их было достаточно, чтобы помочь бойцу 8-го уровня совершенного тела прорваться дальше. Когда Чутянь принял таблетки духовного источника, по всему его телу хлынули волны энергии, его организм словно охватил огнем, вокруг его тела циркулировала белая духовная энергия. Она походила на белое пламя. Чутянь ясно ощущал, что его сила увеличилась, и, пребывая в расслабленном состоянии, он прорвался к 9-му уровню совершенного тела. Теперь он был наравне с Цайдой и Цанху. Он ощутил пульсацию в самой глубине души, это было уточненное чувство, словно дыхание, словно ритм. Словно рождалась новая жизнь, словно в глубине его души постепенно рождался просыпающийся плод. Что происходит? Неужели это духовный источник, который формируется, когда достигаешь 9-го уровня? Это было чудесное чувство, к Чутяню будто взывали древние силы. Он не знал, как это происходит, как формируется духовный источник, его душу охватила интенсивная боль. Словно извергался вулкан, которому был миллион лет, духовный источник напоминал плод. Духовный источник возник из плода. Это напоминало роды и было чрезвычайно болезненным процессом. Не испытав его, невозможно было представить неописуемую боль, которая превосходила все болевые пороги, которая разрывала душу. Чёрт! Почему это так больно? Я никогда раньше не испытывал подобного. Стиснул зубы Чутянь. Он пропотел насквозь, формирование духовного источника оказалось невероятно трудным процессом, он чувствовал себя рожающей матерью, если сформировать духовный источник не удастся, возможность будет упущена, а его общий потенциал снизится, он должен был вытерпеть, если он не сможет выдержать это испытание, то он не сможет даже говорить о мечтах и амбициях. Чутянь не должен был потерпеть неудачу, освобождение, взрыв, рождение. Чутянь тихо бормотал, все его тело покрывали древние руны, словно он был древним злобным богом, которого переполняла гнетущая аура. Она окружила его тело, бесчисленные руны стали собираться вместе, мощная, ужасающая аура стала выплескиваться на десятки миллионов километров. В одно мгновение вспыхнуло безграничное сияние, над телом Чутяня появились 2 расплывчатые тени, одна в форме демонического бога, а вторая была его угольно-черным мечом. Духовный источник Чутяня сформировался. Все, кто жил под этим небом, были поражены, вся страна Южного Лета, весь континент ощутили эту ауру, повергающую в несравненный ужас. Глава 67. Рождение двойного духовного источника. Темные облака повисли над долиной трупов, дул дикий ветер, ревел гром, холод наполнил мир, словно с небес сошло древнее божество. Земля встряхнулась, черный рынок накрыла густая, гнетущая аура. Старик в бронзовой маске стоял во дворе и смотрел на небо. На его лице была паника. Что происходит? Крохотная страна южного неба, и вдруг такая мощь. В центре рынка стоял седой мужчина средних лет, который держал в руке меч. Его глаза были распахнуты. Это древняя аура. Возможно, где-то в долине трупов пробудился древний монстр. Нет, невозможно. Даже если это древний монстр, у него не может быть такой ауры. Гром заполнил небо. Земля безостановочно сотрясалась, горные вершины, окружающий рынок рушились, катились гигантские валуны. Многочисленные трупы инь вдруг пали ниц, словно встретили своего вечного преследователя. Некоторые из них даже дрожали. Все, кто видел это, были поражены. У трупов не было ни капли интеллекта, эти чудовища руководствовались инстинктами.
Что могло так их изменить, это было только начало. Огромная непобедимая мощь, выстрелив прямо в небо, стала парить среди звезд. Имперский город. Мужчина в желтом халате открыл глаза и посмотрел в сторону центрального государства. Природный феномен рождения чего-то невероятного. Неизвестная секта. Бессмертный старик, тренирующийся за закрытыми дверями, содрогнулся, из уголков его рта потекла кровь. Это древнее влияние, вот оно. Древний храм. Демонический бог, облаченный в багровый халат, сидел, окруженный 9 золотыми драконами. Ощутив эту энергию, он искривился, словно изо всех сил сопротивлялся чему-то. Нет, так нельзя. Такой силы не может существовать в мире. Что это за монстр? Южный континент, эльфийский лес. Король эльфов, прекрасный и нежный, посмотрел в небо, его глаза ярко засияли. Это на землях людей? Похоже, в ближайшее время на арену выйдет ужасающая личность. Над бесконечной пустотой. Большой корабль из костей медленно плыл. Он был исполинским, достигая чуть ли не размеров королевства. По палубе ползали бесчисленные могучие существа, пав ниц перед королем, скрытым в тени. Вдруг темный король открыл глаза, взгляд которых проникал сквозь пространство и время. Наследие появилось слишком рано, теперь судьба нарушена, в эту минуту родился духовный источник. Весь мир был потрясен, однако уже через несколько минут энергия схлынула, не оставив и следа. Чутянь не знал, что вызвал ажиотаж по всему миру. Как только все закончилось, он повалился на пол, словно вытащенная из воды рыба, и его тело покрылось потом. Как неожиданно. Это двойной духовный источник. Чутянь сформировал двойной духовный источник. Первый источник был странным и имел вид подвижного черного человека, окруженного таинственным древним ореолом. Это был его новый источник. Несмотря на это, Чутянь сохранил свой прежний источник. Это действительно было очень и очень хорошо. Чутянь не ожидал сформировать еще и второй источник. Он выглядел как расплывчатый меч, его лезвие было покрыто глубокими рунами. Его окружала древняя аура, которая была присуща миру, когда он еще пребывал в хаосе. Это был меч древнего демонического бога. Меч бога-демона. Так называется этот духовный источник. Крайне маловероятным было встретить на материке второго человека с двумя духовными источниками. Чутянь получил это тело случайно, и сознание было у него под контролем, а вот душ в теле было две, и каждая имела свой духовный источник. Семья Чу была знаменита в центральном государстве тем, что их духовным источником был меч, так что ничего странного не произошло. Этот источник можно было сравнить с фениксом божественного уровня, которым владела Наньгун Юн. Второй духовный источник был мощным. Насколько сильным он будет, будущее Чутяня зависело от этого источника. Он позволит ему за короткий промежуток времени стать самым молодым мудрецом континента. Поскольку его силы были слишком шокирующими, новый источник стоило пока скрыть, чтобы не вызвать проблем. Теперь, когда у него был второй духовный источник, Чутянь мог быть уверен, что про его основной источник никто не узнает. Теперь Чутяню нужно было найти хороший меч и хорошую боевую технику для этого меча. Найти меч было легко, а вот с боевым искусством было сложнее. Чутянь прежде не пользовался мечом, так что его не интересовали соответствующие боевые техники. Так что он не принес в этот мир такую технику и теперь должен был искать ее в этом времени. Весь день Чутянь отдыхал, восполняя силы. Плохие новости. Вбежала обеспокоенная Цайды. Ты должен быстро убегать. Что случилось? Цайда объяснила. Старший брат Байдзи Мо обнаружил его труп, Цанху уже схватили. Если ты не сбежишь сейчас, будет слишком поздно. Чутянь смотрел на нее. Что будете делать вы? Цайда покачала головой. Это не важно, на рынке много людей. Если я скажу, из какой я семьи, они не посмеют напасть на меня в толпе. Ты должен скорее бежать. А я попробую спасти Цанху. Я убил его, не нужно, чтобы в это ввязывались вы и Цанху. Ты с ума сошел. Байдзи Лун на первом уровне пробужденной души. Первый уровень пробужденной души будет трудновато, но бояться его не было никакой необходимости. Я пойду посмотрю. Чутянь, не думая о Цайды, шел к центру черного рынка, где висел высокий силач. Его руки и ноги были сломаны, тело залила кровь, а сам он выглядел жалко. Цанху яростно закричал: «Я убил его!» Байдзи Мо был сволочью, так что я убил его. Кнут впился в его тело. Кусок плоти Цанху упал на землю. 30-летний мужчина холодно сказал: «Ты держишь меня за идиота? У тебя сил, как у отброса. Думаешь, ты можешь убить Цзимо? Что за бред? Кто был настоящим убийцей? Говори давай. Если ты этого не сделаешь, мы покалечим тебя на всю жизнь». На всю жизнь лица толпы перекосились. Лишить его способностей значило лишить его жизни. Если он перестанет быть бойцом, то его жизнь не будет иметь никакого значения.
Цанху знал, что он обречен. Стиснув зубы, он сказал: «Мужчина должен нести ответственность за свои действия, и я ее понесу». «Прекрасно. Скоро ты замолчишь», — проговорил Бай Цзилун. «Стой!» Из толпы вышел юноша с очень заурядной внешностью. Цанху сильно изменился в лице. «Ты. Кто ты? Даже если я потеряю свой дух, прекрати смеяться надо мной. Быстро проваливай. Проваливай». Бай Цзилун не был глуп. Он холодно смотрел на Чутяня. «Кто ты?» Чутянь не стал тратить время. «Это я убил Бай Цзимо». Лицо Бай Цзилуна перекосилось. «Что? Ты убил его?» «Верно. Это был я». Смеялся Чутянь. «Я убил его одним ударом, словно собаку забил». Убил его одним ударом, словно собаку забил. Такие злобные оскорбления. Услышав эти слова, Бай Цзилун побагровел, раздался крик сокола, и над ним появился дух белого сокола, который выпустил 2 лезвия, окруженные белым ци. «Ты смерти ищешь». Тело Чутяня покрылось звездным светом, его отбросило на несколько шагов назад. Нахмурив брови и прикоснувшись к груди, глядя на окровавленную ладонь, он покачал головой и сказал: «Как больно. Моя защита недостаточно сильная». У всех были такие лица, словно они увидели призрак, недостаточно сильные. Бай Цзилун был бойцом пробужденной души, а Чутянь достиг лишь 9-го уровня совершенного тела. Почему он почти не ранен? Бай Цзилун дьявольски улыбался. «Хорошо, хорошо, хорошо. Ты действительно мог убить моего младшего брата». Цанху и Цайде были поражены. Когда Чутянь успел стать таким сильным, 2 удара Бай Цзилуна были намного сильнее, чем удары столетнего трупа, он был настоящим бойцом пробужденной души. «Я искал тебя», — говорил Бай Цзилун холодно и едко. «Если я не разрежу тебя на 1000 кусочков, я не смогу успокоить гнев в своем сердце. В последнее время я слышу это очень часто. Однако до сих пор жив». С презрением ответил Чутянь. «Боюсь, ты не сможешь это выполнить. Умри». Бай Цзилун прыгнул высоко в воздух, словно сокол. Его руки превратились в гигантские соколиные когти, и он пикировал на Чутяня. Глаз разума — стеклянное тело. «Сначала я сломаю тебе руки». Коготь Бай Цзилуна рванул плечо Чутяня, беловатое звездное стекло мгновенно разлетелось на куски. Бай Цзилун действительно был силен. Сила Чутяня увеличилась на 1 уровень, оборонительные способности бессмертного звездного тела стали выше, и обычный боец пробужденной души не мог прорвать его оборону. Он никогда не думал, что Бай Цзилун сможет легко разорвать его в клочья. Бойцы пробужденной души действительно были сильными. С помощью глаза разума Чутянь разглядел слабое место в духовной броне Бай Цзилуна. Выстрелив правым кулаком, Чутянь выпустил в его сторону стремительный черный меч, который жестоко вонзился в тело Бай Цзилуна и теперь торчал у него из спины. Хлынула кровь, Бай Цзилуна пронзили мечом. Чутянь ударил Бай Цзилуна и расправился с ним. Пораженный Бай Цзилун, не веря в происходящее, сплюнул полный рот крови, куски внутренних органов и, наконец, слабо сев на землю, умер 1 удар. Бойца пробужденной души убили 1 ударом. Чутянь был напряжен, на его плечах были глубокие раны. Он сделал лишь 1 удар, но это был самый сильный удар, который дошел до цели лишь потому, что Бай Цзилун недооценил противника. Если бы он не смог победить Бай Цзилуна 1 ударом, он был бы в опасности. Бай Цзилун тоже был талантлив, вероятно, даже сильнее, чем обычные бойцы 1-го уровня пробужденной души. Глаза Цайды засияли, она раскрыла небольшой рот. Она знала, что Чутянь силен, но никогда не подумала бы, что он может убить бойца пробужденной души. Бай Цзилун действительно убит. Бай Цзилун, самый известный человек черного рынка, умер таким образом. Обыскав труп, Чутянь нашел 3 низкосортных духовных камня, 9 карт с золотыми монетами и странный нефритовый жетон. На этом жетоне была выгравирована энергетическая таблица, испускающая слабые колебания. Что это? Не задумываясь, Чутянь спрятал его на груди под одеждой. Раны Цанху были слишком тяжелыми, он уже терял сознание. Чутянь быстро сказал Цайде: «Быстрее, спасаем его». Они принесли Цанху в комнату. Чутянь тщательно исследовал тело Цанху. Его меридианы были сильно травмированы. Это были серьезные ранения, неправильное лечение которых грозило тяжелыми последствиями. Бай Цзилун действительно был безжалостным. Чутянь потратил несколько духовных камней, чтобы купить сырье для лекарства Цанху. Это стабилизирует раны и на время спасет его от опасности. Но отдыхать ему придется 10 дней. Вдруг он ощутил сильную ауру. «Друг мой, ты можешь выйти, чтобы поговорить со мной?» Этот голос был знаком Цайды, и, наконец, она поняла.
Это старик в бронзовой маске из великой страны Чжоу. Что ему нужно? Глава 68. Древняя гробница 10 тысяч трупов. Старик в бронзовой маске был достаточно силен, ничем не отличаясь от Нангун И. Победой над Бай Цзи Луном Чутянь был обязан удаче, потому что если он сойдется в сражении со стариком в бронзовой маске, то у него не будет никакой надежды на победу. Старик в бронзовой маске пришел безо всякой причины. Он действительно покинул свой лагерь, но если старик в железной маске хочет избавиться от Чутяня, он мог бы сделать это и на черном рынке, никто не стал бы его останавливать. Открыв дверь, они увидели старика, который стоял во дворе, опираясь на железную трость. Выглядел он совершенно обычно, но все же вызывал у людей неизмеримо глубокие чувства. Глаза старика ярко сверкнули. Боец 9 уровня совершенного тела убил бойца пробужденной души. Даже в великой стране Чжоу это случается крайне редко. Я хочу извиниться за свою небрежность. Вы пришли с каким-то советом. Я не смею тебе советовать, я могу лишь сказать, что тебе будет позорно оставаться в стране Южного лета. Если ты уедешь в великую страну Чжоу, я дам тебе все нужные рекомендации, и ты получишь большие перспективы. Ваши намерения благие, но я должен отказаться, нахмурил брови Чутянь. Он слишком тяжело ранен, и если упустить время, его разум и способности изменятся. Старик был иностранным старейшиной, который отвечал за торговые дела секты. В его словах не было никакой искренности. Что ж, у каждого свои амбиции, я не заставляю тебя. Покончив с любезностями, старик перешел к основной теме разговора. На этот раз я хочу предложить тебе приключение. Не знаю, будет ли тебе интересно, что за приключение. Древняя гробница 10 тысяч трупов. Чутянь уже слышал о ней на черном рынке. Когда-то здесь была древняя секта, которая пробудила ото сна трупы инь, сформировав из них армию. Несколько тысяч лет назад секта внезапно исчезла, но трупы инь остались на месте в древней гробнице. Этот старик не хочет навредить мне, верно? Эта древняя гробница была запечатана тысячи лет. Кто знает, что за ужасающие создания ждут его внутри, он не удивится, если встретит там даже тысячелетние трупы инь. Старик в бронзовой маске догадывался, о чем думает Чутянь. Древние гробницы секты должны были сдерживать трупы. Неважно, сколько лет они там находятся, они все равно не доберутся до уровня пробужденной души, так что об этом беспокоиться не стоит. Чутянь продолжал сомневаться. Он не мог так легко доверять другим. Чутянь был далеко не молод, он знал о злых сердцах людей и всегда был настороже. Цайда молча сказала: «Я слышала, что подавляющая энергетика гробниц достаточно сильная и может подавить не только трупы, но и бойцов, низведя их на уровень совершенного тела». Вот как, становилось все интереснее. Чутянь коснулся подбородка. Неважно, насколько они сильны, аура гробницы сделает их бойцами совершенного тела. Чутянь определенно мог извлечь выгоду из этой древней гробницы. Даже грозные бойцы пробужденной души, которые не могли призывать в этой гробнице духовный источник, были не в состоянии победить Чутяня. Чутянь спросил: «Что я должен делать?» «Сотрудничать», — ответил старик. «Мне нужно кое-что, и если ты поможешь мне получить эту вещь, я соглашусь на любые условия». Чутянь спросил: «Чего вы хотите?» Глаза старика сверкнули. Сердце короля трупов. Чутянь похолодел. Король трупов формировался, по меньшей мере, несколько тысяч лет, он с легкостью мог убить бойцов пробужденной души. Старик хотел попасть в древнюю гробницу и начать охоту на короля трупов. Старик сказал: несмотря на то, что это король трупов, в гробнице его сила будет подавлена до уровня пробужденной души. Но у него хороший фундамент, так что с ним будет трудно иметь дело. У тебя есть силы, чтобы справиться с бойцами пробужденной души, и если мы объединимся, то сможем сделать это. Чутянь взвешивал риски. С королем трупов было не так уж и легко справиться. Чудовища этого уровня могли практиковать злые техники, пусть даже и находились в подавленном состоянии, и Чутянь не был уверен, что справится с ними. Почему я должен доверять вам? Я боец и торговец, в стране Южного лета я не в первый раз и не в последний, серьезно сказал старик. Долгие годы я создавал себе репутацию, и мне нет причины обманывать тебя. Репутация — вздор. Тот, кто поверит в этом, сможет поверить даже в то, что девственница работает в публичном доме. Старик в бронзовой маске заметил, что Чутянь колеблется. Вне зависимости от того, что произойдет, я отдам тебе фрукт младенческой души. Фрукт младенческой души был именно тем, что ему сейчас было нужно. Это условие старика заставило сердце Чутяня забиться от возбуждения. Мне не хватит одного, мне нужно хотя бы 3. Хорошо. Чутянь продолжил: половину трофеев из гробницы. Выражение лица у старика изменилось. Тебе не кажется, что это слишком? Чутянь глухо сказал: это оправданные требования.
Не думаю, что вы смогли бы победить меня, если бы были ниже уровня пробужденной души. Вот паршивец, за долгие годы никто не осмелился так говорить со мной. Чутяню хотелось большего, но он решил остановиться на этом. Старик уже понял, что Чутянь знает себе цену. В конце концов, трофеи гробницы были ему не так уж и важны. Подумав несколько минут, старик дал свой ответ. «Хорошо, каждый из нас получит половину вырученной прибыли». Старик достал из складок одежды жетон. «У тебя уже есть один древний жетон. Ты забрал его у Байдзи Луна, я дам тебе еще один. Можешь взять с собой кого хочешь, я даю тебе сделать выбор. Я никого здесь не знаю, поэтому отдам жетон тебе». Чутянь передал его Цайды. «Это очень опасно, поэтому вы все должны обдумать». «Я пойду». «Конечно же, я пойду». Цайды без раздумий согласилась принять участие. Она была азартной и согласилась, не задумываясь. Старик был разочарован тем, что Чутянь выбрал кого-то с посредственными силами, но это было право Чутяня. Вчерашняя аномалия потрясла долину, и древняя гробница 10 тысяч трупов открылась слишком рано. Мы не можем опоздать, не можем позволить другим людям обойти нас. Хорошо. Никто не знал, сколько лет насчитывает древняя гробница, но ей было, по крайней мере, несколько тысяч лет. Это была запретная зона. Вероятно, там было спрятано много сокровищ. Чутянь был человеком, который не боялся проблем, не боялся рисковать ради достойной награды. Поскольку гробница открылась раньше времени, они не успели подготовиться. Чутянь и Цайды помогли Цанху хоть немного вылечить тяжелые травмы, а затем ушли вместе со стариком. За ним шли двое слуг, оба высокие, одетые в узкие одежды. Оба носили маски, пламенную и ледяную. «Меня зовут Пламенный Призрак. Меня зовут Ледяной Демон. Это ученики нашей секты, братья-близнецы. Я взял их, потому что у них большой опыт», представил их старик в бронзовой маске. Чутянь ощущал это. Аура братьев была сильной. Кажется, они были на первом уровне пробужденной души, а их боевая мощь равнялась мощи Байдзи Луна. Хотя их лица скрывались под масками, они не казались сильно взрослыми. В великой стране Джоу даже два подростка могли быть бойцами пробужденной души. Пламенный Призрак, не желая разговаривать, мельком посмотрел на Чутяня. Хотя его силы были не так велики, они слышали, что он убил Байдзи Луна, поэтому не смели его презирать. Вперед! 5 человек вышли из лагеря. По пути им встречались бесчисленные трупы инь, но старик в бронзовой маске, невероятный специалист, вместе с Пламенным Призраком и Ледяным Демоном быстро разбирались с ними. Скоро они подошли к руинам древней секты. Это и есть секта. С любопытством осмотрелась Цайды. Действительно великолепно. Если бы она не погибла, то стало бы очень сильно. Туман инь, поднимающийся из глубокого озера, удручал, останки зданий высились тут и там, в сотнях метров скальной породы темнели исполинские пещеры, их было около 1000 на несколько ли. Перед каждой пещерой стояла мрачная статуя демона, все статуи были уникальными, каждая достигала около 100 метров в высоту, выглядела зловеще и величественно, вызывала гнетущие чувства. В сердце руин безмолвно возвышался исполинский дворец, одна половина которого скрывалась под землей. Его окружал злой туман, наполненный аурой зла и смерти. Бесчисленные бойцы стремительно исчезали во дворце, который, вероятно, и был входом в древнюю гробницу 10 тысяч трупов. Старик провел их во дворец. В центре широкого центрального зала стояла 100-метровая статуя с 8 руками. Она была зловещей, но все же не пугала. Около сотни бойцов расположились вокруг нее, рассевшись на колоннах, молча ожидая, когда откроется древняя гробница. Старик, приведший Чутяня и остальных, запрыгнул на столб и сел, скрестив ноги и решив отдохнуть. Лысый силач сказал, холодно рассмеявшись, «Разве это не старик в бронзовой маске? Великая страна Джоу хочет заполучить часть нашей страны». Поднялся некрасивый мужчина среднего возраста. Это был мужчина с черного рынка, которого так потрясла аура Чутяня. Духовный ученик Ян Кун и мастер ветра Ин Ван Уи. Старик осмотрел их, и в его голосе послышался страх. «Сокровища неба и земли достаются тем, кто сможет их найти, так почему я не могу прийти?» Цайда поникла. Ян Кун, Ван Уи. Чутянь с любопытством спросил, «Вы их узнали?» Цайда кивнула. Это самые известные бойцы-одиночки в центральном государстве, их сила высока. Мой отец хотел, чтобы они стали его подчиненными, но ему не удалось нанять их, Чутянь нахмурил брови. Сила этих людей его не удивила. Духовный ученик и мастер ветра Инь были очень знамениты, даже отец Цайды пытался уговорить их работать на него. Кем же был ее отец, лысый Ян Кун захохотал и сказал, «Хорошее желание. Я слышал, что в гробнице есть отличный труп солдата, и тот, кто его получит, сможет хорошо разогнаться. И получу его я, Ян Кун». Мужчина холодно сказал ему, «Труп солдата?
Неинтересно. Я хочу адский меч. Тот, кто попытается обокрасть меня, поплатится жизнью. Ха. Снаружи раздался отчетливый смех, было ясно, что это чрезвычайно сильный боец. Гробница еще не открыта, а вы уже делите сокровища, совсем не боясь насмешек. Это был женский голос, хотя и довольно резкий. Он был полон высокомерия, которого они не ожидали от женщины. Мастер ветра Ин сердито спросил: «Кто ты такая?» Взревели бесчисленные молнии, которые извивались в зале, словно тысячи змей. Они стянулись к центру зала, постепенно превратившись в фиолетовый силуэт. Это была женщина в фиолетовых одеждах, ей было около 20 лет, а нефритовая кожа напоминала тонкий фиолетовый шелк. Она не была похожа на живую и взбалмошную Цайды, на простоватую Нангун Юн, на торжественную Мэн Циньву, на милую и наивную Мэн Ин. Она была упрямой и несдержанной бунтаркой и делала все, что хотела, потому что обладала мощью и властью. Это молодой мастер фиолетовой молнии Юн Яо из Центрального государства. Черт возьми, зачем она пришла? Конкуренция становится все серьезнее. Цайда глухо объяснила: 4 молодых мастера — главные таланты Центрального государства. Первое место занимает молодой мастер небесного меча Чу Циньхе, второе место занимает молодой мастер фиолетовой молнии Юн Яо. Она — единственная женщина среди молодых мастеров. Она невероятно сильна, обладает редким духовным источником, может управлять громом и молниями, ее сила страшна и разрушительна. Ван Уй нахмурил брови и сказал: «В Центральном государстве настолько плохо живется, что ты пришла сюда?» Юн Яо кинула на него беспощадный взгляд. «Всякие людишки могут прийти, а я не могу». Ван Уй вскипел. «Что ты сказала?» Тело Юн Яо обвила светящаяся молния. «Почему бы нам немного не сразиться?» Каждый молодой мастер Центрального государства был невероятно талантлив. В юности они впитали всю силу своих семей, и сражение с кем-то было для них чем-то вроде глотка воды. Ван Уи был очень раздражен, но сражаться не планировал. «Я пришел сюда за сокровищами, а не для того, чтобы спорить». Юн Яо презрительно фыркнула. «Трус». Ван Уй сделал вид, что не слышит, его лицо было спокойным. Юн Яо подошла к Чутяню и остальным. «Уступите мне место. И проваливайте». Чутянь сжал кулаки. Эта женщина зашла слишком далеко. У Нангун Юн был такой же скверный характер, но она все же была разумной, а эта женщина думала лишь о себе, не обращая внимания на остальных. «Раз молодой мастер хочет сидеть здесь, мы уступим место». Старик в бронзовой маске не хотел перечить ей. Он не боялся ее, но в стране Южного лета у семьи Юн все же была некоторая власть, и пламенный призрак, ледяной демон и старик удалились. Юн Яо увидела, что Чутянь не двигается с места, и ее тело затрещало молниями. «Ты не сдвинулся с места, хотя я сказала тебе проваливать». Цайды, опасавшаяся ее, потянула Чутяня и сказала ему на ухо: «Мудрец знает, когда нужно отступать, пойдем». Юн Яо достигла, по меньшей мере, 3-го уровня пробужденной души. Чутян не мог победить ее. Цайда была права. Нужно вовремя отступать, шанс отомстить всегда найдется, даже старик отступил. Юн Ян села на колонну и сказала, высокомерно глядя на Чутяня: «И эти мягкотелые мужчины хотят соревноваться со мной в древней гробнице. У тебя даже усы не растут, почему бы тебе не вернуться под мамину юбку?» Лицо старика стало серьезным. Он полагал, что талант Чутяня практически гарантирует ему успех. Теперь все стало сложнее: духовный ученик, мастер ветра Инь, старик в бронзовой маске, молодой мастер фиолетовой молнии. Кто знает, сколько здесь еще профессионалов. Эта охота за сокровищами будет не такой легкой, как он предполагал. Подавленный Чутянь обернулся и посмотрел на молодого мастера. «Высокомерная девчонка, ты посмела запугивать старшего брата Теня. Дай бог, чтобы мы не встретились в гробнице, иначе тебе придется плохо». Глава 69. Бездна смерти. Духовный ученик, мастер ветра Инь, старик в бронзовой маске и молодой мастер фиолетовой молнии были известными людьми, бойцами, которые посмели прийти в эти руины, чтобы исследовать их, и все они были полны уверенности в себе. Войдя в древнюю гробницу 10 тысяч трупов, они должны будут защищаться от ловушек, демонов, привидений и других бойцов. Гробница была опасной зоной, и внутри могло произойти все что угодно. Охота за сокровищами обещала быть сложной. Цайда уводила Чутяня, тихо успокаивая его. «Лужень, не сердись, и Юн Ян необычный человек, а ее влияние очень сильное, так что ты не можешь выступать против нее». Чутянь расслабленно улыбнулся, словно его это не заботило. «Не волнуйтесь, у меня ясное сознание, и я понимаю, что нужно делать». Цайда успокоилась, услышав это. Несмотря на то, что она недолго знала этого юношу, Цайда замечала, что он немного сумасшедший, так что боялась его поступков. Юн Яо родилась в семье Юн в Центральном государстве.
Семьи Чу, Ло и Юн были могущественными семьями. Чтобы пойти против молодого мастера фиолетовой молнии, он должен был потерять рассудок, потому что даже если Юн Я его не убьет, ее семья окончательно лишит его спокойных дней. Чу Тянь не боялся неприятностей, он уже оскорбил 3 семьи из этих 4, поэтому Юн Я не играла никакой роли. Прошло около 2 часов. Главный зал наполнился грохотом. Восьмирукая статуя, стоявшая в центре зала, медленно открыла глаза, и в небо ударила волна грозной ауры. Все дрожали от волнения. Глаза восьмирукого демона открылись, значит, древняя гробница тоже открыта. Старик в бронзовой маске ждал этого момента и тут же встал. «Мы войдем внутрь вместе, и сокровище получит тот, у кого будут возможности», молодой мастер фыркнула. «Так почему ты до сих пор стоишь на месте?» Несколько бойцов начали спускать духовную энергию. Из-под земли доносились слабые вибрации, по полу ползли бесчисленные змеи, собираясь в конце зала. 10-метровая звериная голова, встроенная в стену главного зала, стала втягивать в себя энергию. Ожив, металлическая голова раскрыла огромную пасть, и в ее рту появился глубокий, бездонный фиолетовый тоннель. Воздух медленно наполнялся древней аурой смерти. Древняя гробница открылась, бойцы ликовали, сердце духовного ученика было самым беспокойным. Держа в руке древний жетон гробницы, он сразу же вошел. Фиолетовое свечение окутало его, и он исчез. Гробница открыта. Всем подготовиться. Все вошли в фиолетовый свет. Старик в бронзовой маске посмотрел на Чутяня и сказал: «Это вход в гробницу. Когда мы войдем, мы окажемся в случайном месте на первом этаже гробницы». Чутянь поморщился. Все решит случай. Верно. Сделав паузу, старик продолжил. Первый этаж гробницы — это бездна смерти. Чутянь спросил: «Что такое бездна смерти?» Мы знаем, что астральный ветер в бездне смерти силен. Ты должен быть осторожен, чтобы не сорваться в бездну, иначе никогда не сможешь вернуться обратно. Некоторые вещи, которые предстанут тебе, будут настолько заманчивыми, что не все смогут им сопротивляться. Помни, что ты не должен ничего брать. Чутянь запомнил это. Когда ты пройдешь бездну смерти, ты попадешь на 2-й этаж во дворец призраков. В последние годы там погибло несколько слабых бойцов. Они погибли, но их души остались там, и теперь, превратившись в оскорбленных духов, они испытывают к бойцам крайнюю ненависть, так что опасность возрастает. Цайда беспокойно нахмурила брови. Как мы справимся с ними? Старик сказал: «Не берите во дворце сокровища, быстро проходите через него, не задерживайтесь. Помните, чем дольше вы там будете, тем легче будет духом захватить вас. Идите как можно быстрее». 3-й этаж. На 3-м этаже начинается настоящая гробница 10 тысяч трупов. Цайда взволнованно сказала: «Тогда пойдемте». Минуту. Чутянь открыл карман с талисманами и достал один. Это световой талисман 1-го уровня, держи. Пользуйся им в критические моменты, чтобы прорваться через призраков. На лице Цайды появилась благодарность. «Спасибо». Чутянь кивнул. Он совсем недолго знал Цайды, но она была товарищем, который прошел с ним через тяготы, так что он должен был заботиться о ней. Уровень Цайды не был высоким, но древняя гробница подавляла силы, так что все живые существа в ней не будут выше уровня пробужденной души. С высококлассным оружием и талисманом 1-го уровня Цайды будет в безопасности. Вперед! Сжав свои жетоны, они вошли в светящийся проход. В одно мгновение все исчезло, воздух стал холоднее, а все вокруг потускнело, скрывшись в темноте. Это была темная пустота, глубокой, таинственной, мертвой тишины было достаточно, чтобы пробудить в каждом древний страх. Чутяню казалось, что под его ногами лодка, плавающая в воде. Он стоял на платформе из черного камня, под которой была глубокая бездна. Впереди были тысячи каменных платформ, которые располагались на разной высоте, и конца этого пути не было видно. Была ли это иллюзия? Чутянь открыл глаз разума. Это была сильная и, несомненно, очень реалистичная иллюзия. Мастер, создавший ее, определенно был мастером таблиц. Это легендарная бездна смерти. Будьте осторожны, смотрите по сторонам и постарайтесь не упасть вниз. Если вы нечаянно упадете, то бездна тут же поглотит вас, а ваша душа навсегда останется в этой древней гробнице без надежды на перевоплощение. Стоило всем привыкнуть к новому окружению, сразу же задул леденящий астральный ветер. Его сила могла повалить даже быка. Несколько человек, не успевших вовремя среагировать, тут же исчезли с каменных платформ. Ах! Помогите! Пожалуйста, спасите! Они дико размахивали руками, пытаясь ухватить за платформу, а затем исчезли в бездне. Их жалкие крики в один миг утихли. Погибли, живые люди погибли, словно их никогда не существовало. Все поспешили активировать духовную энергию, чтобы блокировать астральный ветер и избежать падения.
Это место казалось слишком пугающим. Угроза бездны заставляла людей дрожать. Ступив на каменную платформу, Чутянь медленно пошел вперед. Смотрите. Источник энергии — кристаллы. Так много энергетических кристаллов. Несколько человек кричали с удивленными лицами. Их внимание было приковано к бесчисленным кристаллам, которые плавали в пустоте, испуская соблазнительный блеск. Энергетические камни — это были энергетические камни сотни тысяч. Этого было достаточно, чтобы свести с ума даже бойца пробужденной души. Энергетический камень низшего уровня стоил как минимум 10 тысяч золотых монет, а за здешнее количество можно было выручить миллионы. Поразительное богатство. Даже Чутянь немного разволновался, но старик предупредил его, что бездна смерти полна искушений, которые повлекут за собой лишь смерть. Деньги всегда привлекательны. Но его жизнь была важнее. Скрипя сердце, Чутянь продолжил двигаться вперед. В это время другой человек взволнованно выкрикивал: «Впереди много сокровищ!» Сокровища. Чутянь поднял голову, чтобы посмотреть. Впереди было древнее бронзовое зеркало, которое висело в пустоте. Его поверхность была покрыта рунами, оно выглядело как невероятно сильное сокровище, до него оставалось всего 30 метров. Многие захотели рискнуть, сокровищ становилось все больше: светящийся холодом меч, кроваво-красная сабля, яркие золотые доспехи, покрытые резьбой. Здесь было слишком много сокровищ, их оставили охотники за сокровищами или их принесло сюда из гробницы. От волнения у всех бурлила кровь, Чутяня это не затронуло. Сокровища определенно привлекали, но он хотел остаться в живых. Даже если они были высшего уровня, ради них не стоило рисковать. Ветер, дувший с обеих сторон, был слишком сильным. Если кто-то рискнет, то его сдует. Чутянь продолжал идти вперед, а сокровища становились все более привлекательными. Боец с красными глазами сказал: «Трава чистой инь». Здесь появилась трава чистой инь. В пустоте возникли камни шириной в несколько метров, на которых росли небесные и земные сокровища. Трава чистой инь была драгоценным сокровищем. Увидев остров, достигающий 10 метров в ширину, бойцы сошли с ума от волнения. Трава чистой инь поможет мне создать меч инь. Это моё, никто не сможет меня обокрасть. Глухо взревел боец. Из его тела выплеснулась белая энергия, и он вдруг прыгнул вперед прямо на остров, заросший травой. 10 джаней. 9 джаней, 8 джаней. Энергия, окружающая его тело, медленно рассеивалась. Чем дальше он удалялся от платформы, тем сильнее становился астральный ветер, и его 9-й уровень совершенного тела не мог с ним справиться. Ему оставалось 5 джаней, когда энергия, окружающая его тело, затухла, как свеча. «Нет!» Панически кричал боец, желая вернуться назад, но, как и ожидалось, астральный ветер мгновенно унес его прочь, не оставив даже следа. В темноте лишь осталось эхо жалкого крика. Печальная участь этого бойца отрезвила остальных, как холодная вода. Сложно, слишком сложно. Получить эти несметные сокровища было невозможно. Чутянь сверкнул глазами и открыл глаз разума, чтобы проследить изменения астрального ветра. В определенный период времени он становился наиболее сильным, но были моменты, когда он дул совсем слабо. Если он сделает шаг, когда ветер будет слабым, у него будет шанс. Все продолжали идти вперед, бойцы гибли, пытаясь получить сокровища, падая в бездну. Лишь один человек достиг своей цели и схватил сокровище, но погиб, пытаясь вернуться. Все с сожалением вздохнули. Бездна смерти пожирала людей, не выплевывая даже кости. Она разжигала в них жадность, направляя их к смерти. Чутяню было тяжело постоянно смотреть глазом разума. Он верил, что астральный ветер подчиняется распорядку. Способ был, он должен существовать. Рядом появился еще один островок, поросший синей травой. Но там стоял еще и каменный стол, на котором были нефритовая бутылка и кольцо. До него было около 7 джаней, прозрачная бутылка была полна воскрешающей энергии, а кольцо окружала мощная аура. Вероятно, это было очень сильное сокровище. Синяя трава источала привлекательную ауру. Даже самые простые травы, которым были сотни или тысячи лет, могли стать эликсирами. Как люди могли не взбудоражиться, это была великолепная возможность. Астральный ветер дул с минимальной силой. Это был отличный шанс сделать несколько шагов вперед и прыгнуть в бесконечную пустоту, шанс полететь в сторону островка. Глава 70. Успешное приобретение сокровища. Все были поражены. Остались еще те, кто ищет смерти. Этот мелкий паршивец хочет лишиться жизни. Все замерли, с жалостью глядя друг на друга и на дурака, который не сумел противостоять соблазну и решил покончить с собой. Чутянь подскочил в воздух, и его тело тут же окутал звездный свет. Леденящий астральный ветер бил его так, словно у него были лезвия и когти. Свечение звездного света становилось все слабее. Такой сильный астральный ветер, даже с бессмертным звездным телом Чутянь ощущал напряжение, которое могло бы разорвать его плоть на куски. Астральный ветер ослаб, но не потерял разрушительной силы.
Это тоже ловушка. Если человек не практикует достаточно сильную технику защиты, то умрет сразу же, как спрыгнет, и даже не заметит этого. Но Чутянь, стремительно несущийся к островку, мог выдержать эту мощь. 5 метров, 4 метра, 3 метра, 2 метра, 1 метр. Когда бессмертное звездное тело достигло своего предела, он приземлился на острове. Удалось. Ему действительно удалось. Бойцы смотрели, широко раскрыв глаза. Этот паршивец не испугался астрального ветра и перенесся на остров. Чутянь бросился к каменному столу, даже не глядя, схватил нефритовую бутылку и кольца. Кроме них, на столике было еще несколько сотен тысячелетних эликсиров. Если бы он мог забрать их с собой, то стремительно разбогател бы, а астральный ветер стал быстрее. Астральный ветер постепенно набирал силу. Плохи дела. Времени почти не осталось. Сорвав несколько трав и спрятав их под одеждой, он окружил тело броней из звездного света. Расправив руки, словно крылья, он подпрыгнул высоко в воздух. Прошло несколько секунд. Ветер стал в 2 раза сильнее. Бесчисленные невидимые лезвия резали тело Чутяня, раздавался громкий треск 3 метра, 2 метра, 1 метр. Когда Чутянь завис почти над дорогой, бессмертное звездное тело рассыпалось, и астральный ветер хлестнул по телу Чутяня, оставив 5 глубоких ран. Простой человек, потеряв разум, охваченный хаосом, упал бы в бездонную пропасть. Но Чутянь был непреклонен, он держался, двигаясь вперед с помощью духовной энергии, и, наконец, приземлился обратно на плавающие платформы. Облегченно вздохнув, Чутянь утер потный лоб и всмотрелся в темноту, где дули яростные астральные ветра. Это было слишком опасно. Если бы я задержался хоть немного, то, возможно, никогда не смог бы переродиться, но это было уже неважно. По крайней мере, он вернулся не с пустыми руками. Достав добычу, Чутянь удовлетворенно улыбнулся. Возможно, он был единственным, кто смог взять здесь хоть какие-нибудь сокровища. Что это была за трава? Судя по ауре и качеству, ей было больше 1000 лет, и этого было достаточно, чтобы другие бойцы захотели украсть ее. Чутянь понюхал пучок травы. В его тело хлынула очищенная ци, восполнив часть потраченной духовной энергии. Его глаза засияли. Это была тысячелетняя трава юань. Трава юань была распространенным материалом. Ее использовали для создания лекарств, восстанавливающих энергию. Эти лекарства были решающим фактором, если дело касалось победы, потому что они могли практически дать вторую жизнь тысячелетняя трава юань. Даже травы в сыром виде было достаточно, чтобы полностью восстановить духовную энергию и в несколько раз усилить фундамент. Даже если противник будет подавляюще силен, Чутянь сможет сохранить себе жизнь, пока держит в руке траву юань. Неплохо, неплохо. Даже мастер ветра Инь, духовный ученик и мастер фиолетовой молнии не смогли бы победить Чутяня, если бы встретились ему наверху. С травой юань Чутянь мог не заботиться о запасах духовной энергии. Что было в нефритовой бутылке, он сразу учуял соблазнительный аромат этой светящейся жидкости, которая была эссенцией жизни. Несколько капель эссенции жизни могли вернуть юность. Это было спасением для человека, находящегося на грани жизни и смерти. Его можно было вернуть, пока он хотя бы дышит. Конечно, это не относилось к бойцам, которые находились за пределами пробужденной души. Бутылка чудесного лекарства? Нет, не только Чутянь обнаружил, что и бутылка была не так проста. На дне он увидел древнюю энергетическую таблицу. Чутянь не мог скрыть улыбки. Отличная бутыль жизни. Бутылку, в которой хранилась эссенция жизни, можно было использовать, чтобы создавать эссенцию жизни. Нефритовая бутылка могла поглощать эссенцию жизни и сохранять ее, а таблицу можно было использовать для создания эссенции жизни. Другими словами, эссенция жизни в этой бутылке никогда не будет выпита до дна. Скорость создания была медленной, на одну бутылку могло понадобиться несколько недель или даже месяцев. Но если поместить ее в источник жизни, что находится в городе Южного неба, это займет всего 2 часа. Ценность эссенции жизни была невероятной. Эта нефритовая бутылка могла создавать эссенцию жизни и была бесценным сокровищем. Чутянь внимательно осмотрел кольцо. Оно испускало резкую ауру, а выгравированная на нем таблица казалась знакомой. Чутянь несколько секунд смотрел на нее, а затем без лишних раздумий надел кольцо на палец. Отлично, он рискнул, но добыча стоила того, все безучастно смотрели, их охватывало чувство поражения. Как могло получиться, что Чутянь вернулся живым? Как люди могли не завидовать ему, и это было самым отвратительным. Этот парень вел себя так, словно вокруг никого не было. Эти сокровища видели все. Сердито воскликнул бородатый мужчина, заскрежетав зубами. «Как ты, мелкое отродье, посмел присвоить их?» Другой мужчина тоже крикнул: «Верно, у нас есть на них право». Их крики взбудоражили остальных. «Быстро отдай мне. Я хочу это кольцо. Я хочу эту нефритовую бутылку». Бойцы с покрасневшими глазами медленно окружили его. Как слабый мальчишка мог справиться со всеми этими людьми, бородач крикнул: «Я боец пробужденной души, и если ты отдашь мне сокровища, это будет для тебя честью. Быстро отдавай».
Ты сам виноват. Кто разрешил тебе присваивать их? Быстро отдай все свои вещи, и мы сохраним тебе жизнь. Глядя на эту алчную волчью стаю, Чутянь изогнул губы в холодной улыбке. Кольцо на правой руке вибрировало, из него стремительно вырвалась резкая аура. Такая сильная аура. Взволнованно крикнул бородач. Это сокровище принадлежит мне. Ты его хочешь? Во взгляде Чутяня показалась жестокость. Так возьми. Вдруг в воздухе возник меч из светло-голубой ци. Он возник слишком быстро, бородача разрубило пополам, остальные 5 человек не смогли убежать, их тут же разрезало на части, которые упали в бездонную пропасть и без следа исчезли. Всех охватил страх, этот паршивец оказался настолько сильным, или сильным было кольцо, сила этого меча была не ниже силы бойца 1-го уровня пробужденной души, древняя гробница подавляла такие силы, так что это не могло быть ударом паршивца. Это могло быть лишь мощью кольца. Чутянь обвел толпу холодным взглядом. Сокровище перед вами. Берите. Никто не издал ни звука, словно они были утками, которых схватили за шеи. Все смотрели на Чутяня, широко раскрыв глаза от страха. Никто не желал брать инициативу на себя. Они молчали, не смея даже пошевелиться. В этом мире хозяином считали того, на чьей стороне была сила. Как они могли теперь ограбить Чутяня? Уйдя вперед, Чутянь внимательно посмотрел на кольцо. Кольцом меча Ци действительно было просто пользоваться. Духовная энергия могла вызвать меч Ци, и это был меч уровня пробужденной души. Его сила была постоянной, древняя гробница не подавляла ее. Это сокровище позволяло бойцу совершенного тела достичь силы бойца пробужденной души, что сейчас было очень нужно Чутяню. У него были сильные оборонительные способности, но его атаки были слишком слабыми. Меч Ци компенсирует это. Чутянь продолжал идти вниз, вокруг него возникали сокровища, но до некоторых было 10 джанов. К тому же, астральный ветер лишь усиливался. Ни за что, сокровища были ценными, но не стоило рисковать жизнью. Конец пути. Чутянь, пройдя через сияющую дверь, ступил на 2-й этаж. 1-й этаж, бездна смерти, остался позади. Вперед начинался 2-й этаж, дворец призраков, темная пустота исчезла. Чутянь стоял в начале огромного заброшенного дворца. Обзору мешал темный туман, Чутянь не мог видеть дальше 10 метров, в тумане дух холодный ветер. Часто слышался вой призраков, который пробуждал в людях ужас. Старик в бронзовой маске говорил, что первые 2 этажа пройти не так уж и трудно. Но здесь было опаснее, потому что на 2-м этаже погибло множество бойцов. Когда бойцы погибали в древней гробнице, их души оставались в заключении навеки. Обида превращала их в злых духов. Они завидовали бойцам, которые приходят сюда, и им, сталкиваясь с духами, приходилось цепляться за свою жизнь. Чутянь шагнул в туман, который был переполнен волнением, словно живое существо. Вокруг раздавались скорбные крики, тревожащие человеческий разум. Этот призрачный туман был злой энергией. Он мог досуха высосать плоть обычных людей, а сильные бойцы, находясь здесь слишком долго, могли даже ослабеть. Здесь нельзя было задерживаться, дворец призраков был полон опасностей и призрачного тумана. Сильная аура толкнула Чутяня, заставив его немного испугаться. Он подумал, что это призрак, и активировал бессмертное звездное тело. В тумане зазвенел высокомерный голос: «Твоя защитная техника не так уж и плоха». Из тумана вышел пурпурный силуэт, чья кожа была белой, словно снег. Смолисто-черные волосы струились по спине, глаза сияли, словно яркие звезды, а взгляд этих глаз был высокомерным. Тело Юн-Яа окружали молнии, заставляющие туман взрываться. Молнии сдерживали злых духов, а туман избегал ее. «Это именно она. Тебе действительно не повезло», — Чутянь злобно улыбнулся.